Приветствую, друзья! Компании КБИР уже неоднократно удавалось нас удивить очень качественными по звучанию наушниками за весьма демократичную цену. Не стало исключением и пятидрайверная гибридная модель КБИР Robin, для оценки которой мне пришлось использовать наушники, друзья, в 5 раз дороже. Не слабая такая заявка, согласитесь, о них сегодня и говорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно скромные на вид картонной коробке с подробным перечнем технических характеристик и примерным даже графиком АЧХ. В комплект нам положили небольшую такую инструкцию по эксплуатации, простенький матерчатый кейс и 2 набора амбушюр разного размера и цвета. Серые, как видно, имеют узкий, а белый чуть более широкий канал, что, безусловно, скажется на звучании. Комплектный кабель здесь из разряда на сдачу, но благодаря ему сопротивление наушника увеличивается почти на целый Ом, 0,885, если быть точным. Причем вот стабильно на всех каналах. Соединение с чашечками осуществляется на вилочном коннекторе 0,78 мм с небольшим таким прямоугольным выступом на корпусе. Сквозь полупрозрачный пластик здесь можно увидеть 10-мм динамик с 2 компенсационными отверстиями над ним и целую батарею арматурных излучателей. Как я их только не фотографировал, но никаких обозначений на их корпусе разобрать мне, друзья, не удалось. Звуковод тут довольно солидный, по габаритам, с диаметром около 6 мм. С торца он имеет металлическую сеточку, а с боковой части специальный выступ для лучшего удержания амбушюр. Внешняя же часть наушников прикрыта металлической пластиной с играющими на свету такими ромбиками. Ничего, конечно, друзья, сверхъестественного, но смотрятся ушки вполне неплохо. В моих ушах модель сидит достаточно уверенно, комфортно и с очень хорошим уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот, собственно, это все и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, искажения в пиках, достигающие 1,6%, что нормально, и незначительные расхождения между правым и левым каналом. Фаза, естественно, следует за частотной характеристикой. Затухание на 30 и 60 дБ составляют около 60 и 90 миллисекунд. С разными видами амбушюр графики, как видите, практически совпадают. АЧХ же показывает подъем низких частот на 13 дБ, выделение области разборчивости, компенсационную яму и дополнительное выделение области от 8,5 до 13 кГц, чтобы вы смогли насладиться этим диапазоном в полной мере. На слух же с разными насадками звучание очень сильно отличается. Так белые заметно выделяют верха, тем самым на балансе немного уводя низкие частоты на второй план и сосредотачивая наше внимание на вокале и различных высокочастотных отзвуках. Интересная в этом случае строится картина, такая чистая, детальная, но, на мой взгляд, какая-то искусственная. Слишком уж явный уклон в светлую сторону. С серыми же насадками все становится ровно по своим местам. Появляется масса, насыщенность, глубина. Басовые инструменты больше не задвинуты, а наоборот делают ритмику более живой и явной. Вокал и другие лидирующие инструменты естественным образом выдвигаются на передний план, где имеют такое легкое аналоговое смягчение и при этом шикарную проработку тембров и просто великолепные для своего сегмента высокочастотные хвосты от струнных и перкуссионных инструментов. В общем, создается полное ощущение живого исполнения. С белыми насадками такого не было, но это все на вкус и цвет. Сами выберите, что лично вам ближе. По сравнению с более дорогими Яньин Аладдин, это примерно $250, герой обзора кажется четче, прозрачнее, но сильно ощущается разница в установленных арматурных излучателях. У Аладдин серединка сочная, объемная, в то время как Robin предлагают куда более подробный, но заметно упрощенный в этой части рисунок. Признаюсь, я потратил довольно много времени, сравнивая эти наушники, и за исключением разницы в излучателях и настройки АЧХ серьезных отличий не нашел. Установи производитель Sony on Knowles и чуть увеличь линейность, вообще бы никакой разницы не было. А это за их-то 50 с копейками долларов чрезвычайно жирно. И, как обычно в таких случаях говорят, КБИР Robin – это Яньин Аладдин на минималках. Если вы любите чистый драйвовый звук с легким уклоном в мониторность, то это именно оно. Очень интересное тембрально насыщенное звучание с правильно очерченным вокалом, приятной слуху массой на так называемом мид-басе, в меру глубокой саб-составляющей, чистыми такими утонченными верхами. У Аладдин верха более телесные, да и вся структура звука более равномерная и естественная.
Но это по сравнению с наушниками на минуточку в 5 раз дороже. Общая же подача у обоих моделей довольно-таки хорошо сбалансирована, с неплохой проработкой различных микронюансов и весьма достойной выразительностью. Немножечко плосковато и простовато на середине у КБИР, но в своем ценовом сегменте это, конечно же, просто мега-хит. Какую бы музыку я ни включал, там соул, мультиинструментальный джаз, электронику или дэткор, все звучит просто превосходно. Вообще докапываться, друзья, не хочется. По источникам наушники также непривередливы. Подключал их к стационарным ЦАПам FX Audio D01, DAC M1, аудиоплееру Zishan Z4 и новенькому USB Bluetooth ЦАПу ShanLink A5. Везде звучание было просто превосходным. Для своей ценовой категории КБИР Robin буквально поражают. Очень круто звучат. КЗ ZAX с TRN V90, друзья, нервно отдыхают. Пожалуй, у нас очередной хит в своем диапазоне для тех, кто любит техничность, резкость и хороший такой уклон в нюансы. О динамике тоже хочется говорить исключительно в положительных тонах. Бас тут имеет хорошо очерченную структуру, достойные скоростные характеристики и легкое ослабление на саб-части. В эту сторону решили не ужирнять. Серединка с низом стыкуется довольно неплохо, но о натуральности всего музыкального полотна говорить, конечно же, довольно сложно. Все-таки бас более такой насыщенный и вязкий по сравнению с чисто арматурной серединкой, тем более с практически прозрачными верхами. С другой стороны, все, что касается тембральной проработки, точности позиционирования и разделения инструментов, здесь, друзья, просто прекрасно. Сцена строится корректно, на комфортном от слушателя расстоянии. Местами меня в них даже очень удивляло, насколько логично тут вокал встраивается в общую структуру звука. Очень грамотно сделали наушники, тут не придерешься. Народные КЗ ZAX, на мой взгляд, наконец-то окончательно побеждены. КБИР Robin существенно интереснее и правильнее звучат. По мониторингу герои обзора, на мой взгляд, абсолютно универсальны. Их можно дать гитаристу, басисту, трубачу или ударнику. При этом каждый инструмент они раскроют, а также создадут весьма органичную связку для подкладки вокалисту. Тем, кто любит такой эффектный, в меру резкий и очень драйвовый звук, КБИР Robin должны точно понравиться. По крайней мере, за те $50, что за них просят, лучше придумать лично я не могу. КЗ ZAX сильно ярчили, что учли и смогли избежать своей модели КБИР. Бритвенную резкость тоже сместили в сторону естественности, при этом подчеркнув массу выразительности, общую эмоциональность. ZAS, они же вообще разные, совсем другой подход к построению звукового пространства. Между ними скорее можно выбирать под разные личные вкусы. Кому про техничность и драйв это будет Robin, но любители всякой мелодики, наверное, ZAS. Итогом КБИР своей моделью Robin меня очередной раз очень приятно удивили. Для своей цены играют ушки просто фантастически, так что их даже можно сравнивать с моделями в 5 раз дороже. Они, конечно, не убийцы всего и вся, но тем, кто любит хорошую проработку нюансов, скорость и драйв, и при этом легкий такой аналоговый налет, останутся в полном восторге. Из минусов я бы, наверное, сменил кабель, но то на ваш вкус. В текущей связке он выступает дополнительной такой одноомной нагрузкой. Без него, с посеребрением, картина может немножечко измениться. По крайней мере, сразу ничего менять тут точно не следует. Производитель подобрал вполне рабочую комплектацию к своей модели. А так ушки, реально огонь. Комфортный, детальный, с правильной массой и выразительностью. Можно смело брать. Такие они КБИР Robin. А у меня на этом все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.